Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о спатифилуме. Вот вроде бы такое простое в уходе растение, а вопросов в комментариях поступает очень много. И когда мы начинаем разбираться, что и как, почему растение болеет, оказывается, что его просто перелили. В одном из своих видео я уже затрагивала тему перелива. Сегодня остановимся на ней поподробнее. Есть несколько признаков, сигналов, по которым мы можем определить, что полив слишком обильный. Первый из них – это белый налет на поверхности грунта. Такой налет также может образовываться, если использовать воду из-под крана, не отстаивая, не фильтруя ее, если плохой дренаж. Но в основном, если появляется такой налет, это признак того, что грунт не просыхает. Затем такой налет может смениться уже плесенью, а иногда даже на поверхности грунта начинают расти грибы. Дополнить всю эту картину могут также различные насекомые, которые заводятся как внутри грунта, так и мошки, которые будут летать на поверхности вокруг вашего растения. Второй признак также относится к грунту, у него начинает появляться очень неприятный запах. Сначала он будет слабый, затем будет становиться сильнее, а вскоре будет просто очень сильно вонять, потому что все, что у вас внутри горшка, начинает просто-напросто гнить от обилия жидкости. Следующий признак – это пожелтение листьев. Здесь уже немножечко сложнее, потому что вот так желтеет лист у спатифилума, как в случае недостаточного полива, так и в случае чрезмерного. Лист не сразу становится желтым, а вот постепенно вот такими пятнышками покрывается. В некоторых случаях начинают высыхать вот так кончики и края листа. По поводу сухих кончиков. Иногда нам кажется, что они появляются из-за сухого воздуха. Если кончик вот такой становится сухой, дальше лист чуть-чуть желтый и потом зеленый, то это признак избыточного полива. Следующий признак перелива – это коричневые пятна на листьях. Они могут появляться как на листьях, так и на цветах, если растение цветет. Хочу показать вам вот такую фотографию. Нашла ее в одной из групп Фейсбука. Автор фотографии пишет: вот у меня был спатифилум, я его вытащил из земли, поставил в воду, а он вот начал себя вести вот так. Почему, что не так? Несмотря на то, что спатифилум тропическое растение, расти в воде он не будет. Поэтому если вы хотите выращивать спатифилум без грунта, это можно делать, это метод гидропоники, но это не просто вода, это целая система, специальные растворы с микроэлементами, ну и так далее. Следующий признак перелива – это поникшие листья. Его тоже очень легко спутать с недостаточным поливом. Обычно эта путаница происходит, когда мы пересаживаем спатифилум. Пересаживаем горшок слишком большой. Получается слишком большой объем грунта, который просто-напросто не успевает просыхать. Листья начинают поникать. Нам кажется, что растению не хватает воды, поливаем его снова, чем еще больше усугубляем ситуацию. Поэтому если так случилось, что вы посадили спатифилум в большой горшок, ну так получилось, не было другого, будьте осторожнее с поливом. Следующий признак перелива – это остановка в росте. Это в основном относится к сезону весна-лето, когда все растения начинают активно развиваться, а какие-то растения просто вот сидят бездвижно, ничего не происходит. В этом случае обратите внимание на полив растения, на влажность грунта внутри горшка. Следующий признак – это когда растение становится чахлым и выглядит очень больным. Все старые листья будут при этом выглядеть нормально, а новые листики будут мелкими, болезненными, будут расти, но будут расти медленно. Ну и последний признак – это гнилые корни. Это уже самый крайний случай. Когда мы вытаскиваем растение из грунта, корни коричневые, вязкие, слизкие, а иногда вообще отсутствуют. Давайте я вытащу это растение из горшка, осмотрим его. Я думаю, что с корнями у него все в порядке, потому как новые листики растут вполне здоровыми. Ну, давайте достанем и взглянем. Так, растение я вытащила. 10 раз подумайте, если захотите купить вот такой горшок, как этот, у которого середина получается шире, чем горловина. Вытаскивать из такого горшка растения непросто. И растению, наверное, это тоже не очень приятно. Корни здесь неплохие, но вот очень много уже обрезанных листиков здесь было. В прошлый раз я делала перевалку вот такого уже немолодого растения. Мне не очень понравилось, потому как у нас свежей земли получается только вокруг. Поэтому я сейчас эти кустики разделю между собой, чтобы убрать все вот эти сухие и желтые пеньки. Ну и заодно отрежу вот эти некрасивые желтые листья. И я думаю, что растение будет выглядеть гораздо интереснее. Я закончила делить куст. Не бойтесь этого делать. Пусть отвалится вот несколько корней. Ничего страшного нет в этом. Спатифилум спокойно это переносит. Зато теперь очень легко добраться до каждой розеточки, чтобы убрать все вот эти сухие части. Плюс в серединке куста была вот такая засохшая розеточка, абсолютно она не нужна, ее убираем.
Зачем я все это сделала? Вот я сейчас рассказывала о нескольких признаках. Листики желтые, листики коричневые, еще какие-то. Но суть вся в том, что в принципе растение начинает себя чувствовать плохо из-за того, что у него перестают нормально работать его корешки. Когда земля находится очень долго во влажном состоянии, корни перестают получать необходимое количество кислорода, и нормальный процесс жизнедеятельности, так сказать, растения нарушается. Корни могут оставаться белыми, красивыми, но работать в полную меру они не будут. Следующий этап — это уже, конечно, загнивание корней, тогда уже все хуже. Иногда, когда меня просят помочь растениям, спрашивают, что с ним, я прошу достать его из грунта и осмотреть корни. И как оказалось, что понятие корни нормальные тоже у всех разное. Нормальные корни — это вот они, беленькие. Если их вот так вот потянешь, они не обламываются, потому что если они будут слабые, просто так вот потянете, и он сломается, останется у вас в руках. Дальше, следующий момент. Я вот сейчас подрежу здесь корешочки. Они тут сухие уже, кончики. Мне кажется, что они уже не особо-то и нужны. Например, вы взяли вот такое растение с таким количеством корней, посадили его вот в такой горшочек, ухаживаете за ним, вот, и что-то вдруг у вас пошло не так. Начали проявляться признаки перелива, которые мы только что перечислили, желтеть листья, оно паникает, и все это долго. Не бойтесь, вытащите спатифилум из горшка, он абсолютно это нормально переносит. Осмотрите корешки. Если уже прошло 2 месяца, а корни не наросли, остались такие же или даже еще уменьшились, ну, значит, что-то вы сделали не так. Они либо гниют, либо еще возникает вторая проблема, она более редкая, но тем не менее она есть. Это когда идут излишние подкормки. Корешочки тогда становятся такими коричневыми, они вроде как и есть, и будут не ломкие, но вот они не будут усваивать все питательные элементы из почвы, и растения тоже будут болеть. Избыток удобрений можно определить не только по корням, у них начинают чернеть кончики листиков. Потом эта чернота распространяется все глубже на лист. Причем, если при избыточном поливе сохнущие края отделяются такой желтой еще полосочкой, то при избытке удобрения этой полоски нет. Они просто становятся равномерно черными. Если растение абсолютно нормально развивается, корней будет много. Вот буквально за 2 месяца ваше растение должно хотя бы вот так обвить земной ком. Вот тут горшочек прозрачный, видно хорошо. Если этого не происходит, то что-то не так с грунтом, с поливом, с удобрениями. Разбирайтесь. Самое главное — сохранить корни. От корней будут и листья, и даже если основная розетка не сохранится, то от корней могут появиться дочерние розеточки, и у вас будет новое растение. Вот, например, вот этот спатифилум вырос именно так. У меня была розеточка с 2 такими маленькими корешочками, я попыталась нарастить ей в воде эти корни, ничего не получилось, она там начала гнить. В итоге я укоренила вот ее в грунт. Сама розетка не сохранилась, но корни очень быстро разрослись, и буквально за полгода появилось вот таких 2 новых растения, на каждом уже по 6 листов. Вот, поэтому самое главное у спатифилума — сохранить корешки. Если так случилось, что все-таки корни сгнили, были испорчены удобрениями, но, возможно, какие-то вредители их погрызли, к вам приходили гости, кто-то вылил в горшок с растением остатки спиртного, ну всякое может быть. В общем, корни стали непригодными. Не бойтесь обрезать их очень коротко. Если растение не очень молодое, то у него вот здесь есть воздушные корешки, так как спатифилум относится к короидным, так же как и антуриум, точно такие уже у него есть воздушные корни, которые будут развиваться, если их заглубить в грунт. Даже если вы отрезали все корни, не надо срезать все листья, оставьте их. Хотя бы 1-2 листика нужно оставить. Вот этот я сейчас уберу, потому что он уж слишком желтый. Вот так просто отламываем. И при пересадке не нужно заглублять спатифилум слишком в грунт. То есть иногда смотришь на фотографии, кто-то прям вот так вот закапывает в землю, вот так. Нет, не нужно. Вот по самый нижний вот этот корешочек можно заглубить, то есть чтобы вот эта вся зеленая розеточка, откуда начинают появляться листики, была все-таки сверху. Вот такой горшочек вот для этого растения вполне подойдет. Например, вот этот, вот такой, вот он уже будет большеват. Если вы вот так жестко разделили растение, не перевалку сделали, именно обтряхнули его полностью от грунта, посадите сначала в маленький. Если он очень сильно там заполнит все пространство, можно повторно его пересадить через несколько месяцев, уже перевалкой в горшочек побольше. Следите за грунтом спатифилума, за его корнями, потому как все желтые листья, коричневые, черные,
недоразвитые, какие-то мяты. Все идет из-за недостатка питательных веществ, которые растение не получает из-за того, что его корни неправильно работают. А у меня на сегодня все. Я надеюсь, вы получили ответы хотя бы на часть своих вопросов. Я прощаюсь с вами и до новых встреч.